Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики канала Александр Шелест и Алексей Арестович. Мы в прямом эфире, вот все как есть. Спасибо большое, что ждете, что смотрите и, конечно, следите за всеми новыми выпусками. Тем более, что, знаете, события как бы сжимаются, спрессовываются и выдают все новые и новые поводы. Ох, как интересно! Сейчас поговорим с Алексеем Арестовичем, он на связи. Алексей Николаевич, приветствую. Добрый вечер всем. Друзья, всем большая благодарность за то, что подписываетесь, ставите лайк, пишите свое мнение в комментариях. Это касается и канала Алексея Арестовича, и канала Александра Шелеста. В формате эфира, ну, как всегда, да, то есть QR-код, который видите на экране, с этих вопросов мы начнем сессию вопросов и ответов. Потом сообщество YouTube и клуб зрителей Шелеста, там заранее можно оставить комментарии, а потом пообщаемся вживую с чатом. Но чтобы чат не дремал, ну, по крайней мере, на канале Александр Шелест, вот такой опрос. Кто при посредничестве Трампа уступит больше? Варианты ответов. Никто не уступит, вообще затея гиблая. Путин, Зеленский или уступят оба, причем соразмерно одинаково. Что имеется в виду? Все как бы уступят примерно, да, вот поровну. И, в принципе, никого ничего не устроит. Я имею в виду договоренности, то, как и предрекали до этого. Алексей Николаевич, так серьезно Трамп хочет вести этот диалог Зеленский-Путин, или это в очередной раз политическое заявление, которое сродни этим 2 неделям, потом еще 2 неделям? Потом 2-3 неделям. Самое серьезное, что сказал Трамп на сегодня, с моей точки зрения, это то, что я провалил переговоры Путина и Зеленского. Когда человек такого масштаба, любой человек, но когда человек такого масштаба признается в своих ошибках, это серьезно. Да, вот прямо вот я его зауважал ситуативно. Никаких уступок не будет, потому что он все сказал. Они ненавидят настолько друг друга, Трамп, Зеленский и Путин, что говорить их не удастся, он говорит. Я, конечно, попробую, но нет. Да и, собственно говоря, что уступать? Кому кто должен уступать? Уступать можно, когда стороны получили настолько блестящий результат, что решили сделать друг другу любезность и подарили друг другу что-нибудь раз. Либо второй момент, когда настолько плохо и так страшно продолжать, что лучше уступить, чем продолжать. Ни того, ни другого не наблюдается. Никаких любезностей они друг другу делать не собираются в настоящий момент, но еще и не так страшно, еще можно продолжать. Поэтому пока нет. Может быть, потом когда-нибудь. Так а почему, вообще, если так посмотреть новости последних 2 часов, Алексей Николаевич, так Украина — это цветущая страна. Это просто необыкновенная, не знаю, Эльдорадо. Сколько ресурсов, сколько денег. Учителям зарплаты в проекте бюджета на следующий год поднимаем. Каждому украинцу теперь будет доступен чекап организма, то есть вкидывает Свериденко в медицину деньги, поднимает зарплаты врачам, сотрудникам. В общем, прям необыкновенный какой-то рай. Я как посмотрел, слушайте, да правда. А то, что Марченко говорит, ой, денег не хватает, где-то надо 16 миллиардов еще добрать, и была бы у меня волшебная палочка, ой, так хорошо было бы. И всем украинцам нужно приготовиться к войне еще как минимум на год. Так, а этот год просто золотой дождь обрушится на голову каждого украинца. Почему такое несоответствие того, что происходит на войне, и вот этого государственного управления? Потому что решаются две противоположные задачи. Юлия Свириденко, кабинет министров, с его инициативами решает задачи исправления рейтинга Офиса президента. Видимо, реальная часть соцопросов, не та, которая публикуется, а та, которая реально показывает нам необходимость уже каких-то экстренных мер по спасению. Ну, или некоторых мер по улучшению. Давайте так. А финансовый блок решает другую задачу. Где найти 300 миллиардов, которые озвучил Зеленский совершенно недавно, аж на прошлой неделе? И причем это же 300 миллиардов не на следующий год, а это до конца этого года, насколько он озвучил, чтобы дотянуть. Поэтому все идет по принципу обещать не значит жениться. Сейчас осень, надо много обещать, традиционно, да, и так далее. Формирование бюджета идет, показывает оптимизм, смотрите. С оптимизмом. Потом эти же требования выставляются иностранным партнерам и говорят, вы что, хотите революции в ноябре, январе, феврале от невыполнения социальных требований? Если не, а дальше уже второй Афганистан мы проигрываем в Москве. Если не хотите, то надо где-то срочно изыскать средства на учителям
и на ежегодный чекап. Вообще, само по себе, конечно, оно чисто нейтрально, вот так вырвано из контекста, смотрится симпатично. Учителя, медики, замученные у нас люди, категория людей, которых работают, а толку никакого. Зарплаты у них маленькие, и вдруг им что-то там повышают. Чекап экономит, с одной стороны, дает медицинским учреждениям системный приток людей. Пенсионеров-то очень много, там, под 10 миллионов, говорят. А с другой стороны, ну, значит, у нас же как медицина сейчас работает. Чем больше пациентов, тем больше денег у врача. Если очень условно говорить, по задумке. А с другой стороны, возникает вопрос, а какие шиши этот праздник, на какие шиши веселье? Об этом никто не думает. Главное, что хорошая, симпатичная инициатива. Как это? Врач сыт и больному легче. Да, сытый врач и больному легче. Ложки у меня больные часто глотали, но так, что за обедом острый предмет. Да, за это вам наше большое спасибо. Поэтому разные блоки правительства решают разные задачи. Он, Гетманцев, уже возмутился политикой премьер-министра на секундочку и спросил, а что это за популизм, что это за скидки ФОП, что это за противоречие моей монетарной политике? Вы что, там распоясали, что ли, в вашем кабине? С ума посходили, что вы себе позволяете? Поэтому позволяют они себя сейчас противоположно. Финансовый блок, который за все это отвечает, держится за голову и кричит, вы что, с ума сошли? А блок, который отвечает за поднятие домкратом стремительным падающей волны, он как бы, да, сейчас будем все повышать. Выборами пахнет от этого бюджета. Очень будущими выборами это пахнет. Как бы, смотрите, мы же заранее начали. Вот вы скажете, что мы под выборы начали все менять и усугублять. А мы начали сильно заранее. За год, за полтора, за два. Мы системные действия предпринимали. Зря вы так про нас. Насчет офиса. Интересным образом опубликовала «Новое время» обложку. Верховная Троица. И, внимание, тут возникает какой-то такой понятный вопрос. Ну, понятно, Зеленский, да, самый высокий, самый, так сказать, центровой. Ермак тоже понятно. Он как выступил на Ялтинской конференции, Ермак, как говорится, дал, так сказать, и про бумажный зонтик, и вообще там смотрелся в костюме. Вот. Сила, говорит, нужна. Сила, санкции, и вот тогда добьем, дефицит захлестнет Россию. Но там рядом Литвин. Слушайте. То есть у нас из 5-6 менеджеров это все переросло в такую верховную троицу. Ну, это по мнению тех, кто составлял эту обложку. Прокомментируйте, пожалуйста. Неужели вот эта троица и управляет сейчас страной, которая в войне? Ну, сейчас оценить степень влияния Литвина сложно, но учитывая, что он спичрайтер президента и главный его советник по трендежу, как бы, да, очевидно, имеет влияние. Вот он потихоньку перебирал влияние еще в марте-апреле 22-го, в самом начале, потому что чувства и буря, которые обуревали Зеленского, требовали какого-то выхода, а Литвин очень складно складывал это в слова. Вот. Ну, как бы, видимо, это я уже за этим давно не слежу, сколько уже я не там, слава богу, но, видимо, как-то, да, это усиливается. И то, что он его сделал недавно, там, сравнительно, сколько, полгода назад, или сколько времени прошло, советником президента, аж поднял до статуса от советника офиса. Это существенный шаг, который показывал, что эта траектория, это время прошло недаром, и траектория росла. Где его реальное положение, ну, виднее тому, кто сейчас офисом, или в офисе трется, или около офиса трется. Я уже давно не в курсе реальных раскладов там, в этом офисе. Я уже анализирую только открытые данные, слава богу. Вот. Ну, да, всякие злые вражеские голоса говорят, что, уж не знаю, на третьем ли месте его влияние, но влияние у него на президента есть, а значит, есть влияние на ситуацию. Мы выходим в определенном формате военный дневник. Я хочу нетрадиционным образом. Мы еще обсудим геополитическую ситуацию там, с тем, кто что назаявлял. Особенно это отдельно я хочу поговорить о том, как Келлог говорит, россиянам бы надрали задницы, военным имеется в виду армии, а американцы в Беларуси ручкаются с Хрениным. Это мы отложим попозже. Прецедент такой, достаточно тяжелый, чтобы именно сейчас, как говорится, запустить карту и посмотреть по направлениям. Сырский увольняет командующих 2 корпусами, Селенко и Китугина.
Причем это сообщают СМИ со ссылкой на источники, что это было еще пару недель назад, что связано это действо с тем, что потери на фронте. Так давайте попробуем проанализировать, что сейчас на фронте, и вот если это 2-3 недели назад, то помогло ли? Как оцениваете обстановку и зачем такой пожар целых командующих корпусами снимать? Смотрите, на фронте существенным образом ничего не меняется. Как наступали на 4 наиболее важных направлениях, так и наступают. Это Купинск, это Константиновское направление, это Покровское, это Запорожское. Там они делятся на поднаправления. В частности, из неприятных моментов это очередная история с трубой в Купинске. Я написал, что у каждого своя чернобаевка должна быть. Чтобы не писать более крепких слов, у меня были варианты куда как покрепче. Украинским полководцам 3-й раз пропускающим противника одним и тем же тактическим приемом. И я уже написал один раз не 3, но вспомнил, что украинские полководцы 11-й город потеряли по одной и той же схеме. Сейчас теряют 12-й, или какой там по счету Покровск. И, в принципе, снял с них претензии, несправедливо на них возложен. Ну что, на самом деле, хотите, чтобы они 15 раз проиграв по одной и той же схеме, вдруг опомнились и начали ей противодействовать? Это было слишком сильно, было бы. Что касается, для наших генералов, что касается направления, которое на Покровск, там есть нюанс. Нюансы заключаются в том, что вот те отрезанные заячьи уши, помните, которые нам рассказывали, что Азов перебросили, он как отрезал. Он как под основание этих ушей удар нанес. Как там все посыпалось, как там окружили и добивают русских. Оказывается, ничего, и даже Богдана Хмельницкого получил Прокопенко на следующий день после переброски. Оказывается, что второй степени ничего там особо не подавили, ничего там не отрезали. Российское командование своевременно отреагировало, перебросило туда свои резервы, видимо, передавило, и наступление там продолжается. Там так на горизонте, говорят, уже замелькало город Доброполье, герой, что не есть хорошо. Потому что его захват – это, ну, не вдаваться в подробности, которые могут повредить нашим войскам украинским, нехорошо. Захват Доброполья. Ну, в принципе, две вещи можно сказать. Это некоторым образом решает для россиян проблему вот этих восточных укреплений на границе Днепропетровской и Донецкой области. Тоже не вдаваясь в подробности. И второе, некоторым образом затрудняет логистику для украинских вооруженных сил, для сил обороны на Донбассе. Российское командование чувствует себя настолько хорошо в этом месте, что оно коварно и подло продолжает при этом постоянно наступать на Покровск, а не только идти на север. Но это полбеды. Оно продолжает наступать южнее Покровска, широким фронтом зашло в Днепропетровскую область. И даже там ему хватает наглости угрожать нашей группировке в районе Запорожья, там, где Гуляй-Поле. Смотрите, то есть там силы и средств российских войск, а также адекватности действий командования хватает на то, чтобы, в принципе, 2 основных удара, северный и южнее Покровска, превратить в 4. То есть дать 2 вспомогательных. Один на северно-добропольском направлении, второй на запорожском на юге. Но я вам скажу, что это надо очень жирно себя чувствовать, чтобы позволять себе такие трюки. Скорее всего, российское командование, то, что у них считается резервами, ну, до некоторой степени, если не все, сосредотачивает и бросает на направления, которые должны быть перспективными. Ну, что, в принципе, соответствует российской военной школе. Российская и советская. Наши войска сходили в контрнаступление, даже что-то там подбивали. Опять же, на Покровском направлении. Но это общего характера рисунка происходящего там не изменило вообще. Вот это ситуативный такой тяни толкая. Они забрали у нас, мы забрали у них. Как бы, да, ну вот радостно наступаем туда. Так что тенденции такие, да. Те же самые в то же самое места. Ухудшилась обстановка под Купинском, ухудшилась обстановка на Добропольском направлении. Вот то, что произошло за неделю. 2 выраженных места. Если Купинск возьмут, то очень большие проблемы будут у всей нашей группировки на стороне, на правом береге Северского Донца, туда Боровая и севернее и южнее. И это неприятный момент, который там намечается. Весьма. Сегодня Deep State Мгм. заявила о том, что, внимание, в Мгм. Ямполь забрались российские диверсанты, вот этот населенный пункт, причем Мгм. пробрались в гражданской одежде,
И, в общем, оттуда их никак не выбить вооруженным силам Украины. Они, конечно, зачищают, работа ведется, но Мгм. Ямполь это уже, ну, как бы такой населенный пункт. Ну, те, кто бывал в районе там Светогорска, или как ехал там на Славянск, они понимают, да, о его значении. То есть вот эта вот история с серебрянским лесничеством и серебрянкой, которой, ну, вы, например, да, в наших обзорах Мгм. как бы говорили постоянно. Она сейчас конкретно перебросилась на Ямполь, а Лиман тут уже рукой подать. То есть получается, Да, что кушают, кушают потихоньку, это кушают, направление обостряется, да. кушают, да. И российское командование, очевидно, стоит перед двумя грандиозными соблазнами. Продолжать давить на Днепропетровскую, что имеет очень сильный политический подхват. Или как же распределить силы или между Серебрянским, условно-лиманским направлением? Потому что проблема Лимана – это проблема спекания флангов двух группировок, которые на Луганской области наступают и на Донецкой, что решает очень много потенциальных проблем для российской и актуальных для российского командования и позволяет получить избыток сил после того, как схлопнется эта история. Кроме того, это по вот этому симпатичному лесничеству, лесному массиву, они доходят аж до Славянска и Краматорска благополучно. Это вообще больное место этой войны. Напоминаю, что отряды Гиркина заходили как раз, и переброска шла именно по вот этому лесу, который идет от границы аж до Славянска-Краматорска. Ну и с севера там намечается, видите, от Купинска. То есть, если говорить, что есть формирующие операции, которые готовят оперативное пространство для взятия, проведения операции основной, например, в данном случае взятия Славянска и Краматорска, а есть операции, которые готовят подготовительные операции. Как бы третья фаза, потом настанет второй, потом первая. Так вот сейчас эта третья фаза в разгаре. А российское командование сразу на двух направлениях достаточно успешно движется туда, где будет формироваться оперативное пространство для взятия Славянска-Краматорска с севера и востока. С юга она формируется на Константин. Почему российское командование преисполнено оптимизм? Потому что и Путин, потому что они не только делают хорошую мину при плохой игре, а потому что они действительно наступают и имеют успех. Выраженный успех. Два слова о Днепропетровской области. Она сегодня переполошила всех. 18 населенных пунктов, принудительная эвакуация. Это в Днепропетровской области. Дети, вот эти семьи с детьми, всех, так сказать, люди записывают тиктоки, плачут. Ну, потому что они были крепким тылом, а, судя по всему, бросают свои пожитки и вынуждены перемещаться дальше. Вместе с этим распространяются, например, переселенцы, ну, те, которые вырвались из Покровска, туда практически невозможно вырваться, которые все как раз призывают бежать. Ну, то есть не оставаться, ни на что не надеяться, потому что вот они в Покровске надеялись, и теперь вот худо-бедно под огнем противника, снайперов, дронов, в общем, их еле-еле могут доставать. А, какое политическое значение будет вот это движение широким фронтом в сторону Днепра? Ну, политическое значение уже есть. На территории Днепропетровской области никогда не велись боевые действия российскими кадровыми частями. За все 11 лет войны вот теперь ведутся. Причем достаточно широко, 18 населенных пунктов – это ширина фронта. Нам показывают, насколько это проблемная история. Это примерно оперативно-тактический уровень. Это под 100 километров по ширине, да, и это неприятно в перспективе. Кроме того, надо понимать, что протыкая Донецкую область и заходя на территорию Днепропетровска, российские войска резко меняют что? Характер, так сказать, своего оперативного напряжения, потому что Донецкая область – это почти сплошная городская агломерация. Один населенный пункт переходит в другой, шахты, терриконы, разрушенные заводы и так далее. И брать это очень-очень сложно. А Днепр изобилие пересеченной местности, горы, возвышения, там иные горы, там возвышенности и прочее, прочее, теневые зоны и прочее. А Днепропетровская область сразу за Донецкой – это такая ровненькая степь, лесостепь. И по ней темпы наступления могут быть совершенно другими. Обороняться гораздо проще, там условия меняются в пользу наступающих. И достаточно серьезно. Поэтому неприятность может быть в том, что политическое значение Днепропетровской области при определенных условиях может нарастать такими темпами, что мы с вами обсуждать не будем успевать. Особенно если сложатся благоприятные условия для введения бронетехники в прорывы или в зоны провалов фронта. До этого еще далеко, но не так далеко, чтобы об этом не начинать всерьез рассуждать
как о перспективе. Рассуждаем не только мы, еще 2 недели назад об этом сказал Тарас Чмут в одном из своих интервью. А вот уж более лояльного человека трудно найти. Так вот, чтобы не подумали, что мы тут сеем паническую пропаганду. Ну, вам супер лояльный Тарас Чмут. Нынешней линии власти. Поэтому, да, перспективы нехорошие. Они не завтрашние и даже не послезавтрашние. Но, тем не менее, нехорошие. Когда вот мы говорили о бюджете, там же возникает серьезный вопрос, а где брать деньги? А вот если так вот сермяжно подойти, с позиции сермяжной правды, а влияет вообще на ВСУ и каким образом в такой ситуации на фронте финансирование? Деньги, банально. Конечно, влияет. Для победы в войне нужно всего три, или там для того, чтобы вести войну, нужно всего три вещи. Деньги, деньги и деньги. Но еще люди, люди и люди. И то, и другое очень сильно влияет. Но, опять же, вопросы к финансовому блоку правительства. Где они собираются их брать? Вовсю разгорается эта дискуссия, да, ну, с моментом залетов дронов на территорию Польши. Прям вот Мгм. каждый день эта тема не унимает. Все там, Польша, надо готовиться к войне, надо вступать в войну, а вступят ли, а как, а что. Сегодня показательный, наверное, момент, хотят ли поляки воевать. Случился эпизод во Вроцлаве. Ну, вот этот автомобиль. Обычный, кстати, автомобиль, там, Ford, да, Focus, по-моему. На украинских номерах сорвали украинские номера и списали, ну, как бы повредили, да, имущество, расписали, понятно, каждому, да, латиницей, на фронт, так сказать, отправляют вот и конкретно этого представителя, украинца, да, на украинских номерах. Как вы относитесь к вот этой всей аналитической движухе о том, что сейчас как вот НАТО, Восточный Страж, вот сейчас они включатся, подключат. Сибига говорит, сбивайте дроны на территории Украины. И, в общем-то, Медведев отвечает, будете сбивать, это будет война. Что вы думаете об участии Польши в войне и как вообще эта ситуация с дронами может изменить войну в Украине? Пока что мы видим? Мы видим фундаментальный слом, который так быстро стал привычным и остался в прошлом, что как будто огни пролетели там у скорого поезда за окном. Еще до этого налета считалось, ну где Россия с НАТО никогда. Ну, конечно, существуют алармисты, которые говорят, что однажды она нападет и всякое такое. Ну, это сумасшедший маргинал. Мы их слушать не будем. Ну, куда, как и что. Оказывается, вполне себе как. То, что произошло, это квалифицируется по международному праву войны, юридической науке, которая регулирует и соглашение регулирует отношения между странами, как военная агрессия. Это прямые признаки военной агрессии. То, что она носила парговый характер, и в дронах не было боеголовок, так это лишний раз показывает, насколько организована была эта операция, спланирована. Она имеет две цели, с моей точки зрения. Первая цель – это отсечь или уменьшить помощь Украине. Потому что если будет создана угроза ПВО, ну, ключевая, одна из ключевых проблем Украины – ПВО, тем более перед осенне-зимним периодом, когда Россия будет выносить нам энергетику, вот. Задача, чтобы украинское ПВО не справилось со своей задачей прикрытия ключевых объектов инфраструктуры, энергетики от российских ударов. Для этого нужна первая задача – это не допустить пополнения группировки нашей ПВО, боеприпасов, там, запасных частей и так далее, дальнейшего совершенствования. Они нашли способ угрожать непосредственно территории стран НАТО с воздуха. Прекрасно знаю, что и, видимо, получив гарантии или там очень твердую информацию, что о том, что когда будет Вилка помогать Украине или прикрывать себя с воздуха, они выберут прикрывать себя. Так и произошло. Польша в то же утро выделили 43,5 миллиарда. Миллиарда. Напоминаю, что весь оборонный бюджет Украины в 2021 году 7 миллиардов до начала войны. И Польша выделили 43 просто на поддержку ПВО, чтобы вы понимали. Вот. Поэтому Европа и НАТО находятся в интересной позиции. Они уверены, что они себя защитят, а вот Украина пусть защищает сама себя, ей будем помогать по остаточному принципу. То есть политические решения, которые были приняты в первые 6 часов после атаки, лишний раз подтвердили, что предполагаемый нами российский расчет был верен. Они понимают, что Запад будет сосредотачивать усилия на защите себя, а отнюдь не Украины.
Несмотря на мечты некоторых украинских пропагандистов, которые считают, что дайте нам все, 3 ядерные бомбы и все ПВО мира, и мы уже россиянам покажем. Но нет. Вот. Поэтому, если так дальше будет продолжаться, то российская операция по закошмариванию там, Польши и Румынии, она, может, стран Балтии, она уже имеет успех, и, возможно, этот успех будет развит. Вторая эта история – это поколоть Европу попробовать на слабо. В идеале, если она колется по 5 статье, то есть не может оказать помощь Польше квалифицированной, то начинает возникать вопрос, а зачем вообще это НАТО надо? Возникает политический кризис в Европе. Но Европа пока показывает, что она готова себя защищать, и НАТО. Перебрасываются войска, наземные, сухопутные, морской компонент, быстрого реагирования пошли, и потом еще будет усиление, то все 5-10. И вот родилась ситуация, когда оно не хочет колоться по 5 статье. Но она четко показывает себя, мы защищаем в первую очередь, все силы бросаем на это, мы уверены в том, что мы устоим. Устоим и договоримся. А Украина, ну, тут уже как бы вот и зайдите на недельки, если что, добавим. И более удачного результата для простенького налета дронами невозможно было себе представить для россиян. Посмотрим, что будет дальше. Я уверен, что это не последний налет, будут еще. Они, конечно, изображают, российская пропаганда изображает, что это не мы, это случайность, и вообще хохлы там все перевязали изолентой и запустили. Ну, как бы тут с этим понятно. Вот. Уже, скажу так, первые решения, которые были приняты в первые сутки, уже показывают блестящий успех этой операции, именно политически, не военный. Военное его значение, оно пока минимально. И вот как раз умение под пороговыми или пороговыми минимальными средствами достичь большого политического эффекта нужного, это и есть класс игры. Это очень высокий класс, когда маленьким симпатичным уколом достигается большой политический результат. Запустить дроны без боевой части, причем по большей части Да. разведывательные, без камер, просто как летающий объект, это, конечно, так себе угроза. И там соотношение все увидели сразу, только ленивый не комментировал, сколько там, 1 200 000 потратили на 19 дронов, и многие спорят о статистике, да, дальнейшей. Ну, имеется в виду, что, а вот если их будет 700, а если их будет там 1000, условно, да, сколько это Если денег будет будет 1000 стоить? месяц подряд, как сказал руководитель одной из немецких компаний, производящих дроны, Германии хватит на 5 недель, он сказал. Проблема в том, что НАТО ошиблась, я в эфире Латынина и говорил, и вас вкратце повторю. НАТО ошиблась в стратегическом строительстве своих вооруженных сил, начиная с 1991 года. Оно готовило очень профессиональные, очень дорогостоящие армии, дорогостоящие от подготовки до вооружения, до протпайков, до планов и размаха, до формы для войны с папуасами в Африках, Афганистанах и Ираках. До континентального столкновения они не готовили, более того, они старательно проваливали это направление и рассказывали, что конец истории и войны уже больше не будет. Напоминаю, что за время правления Меркель 16 лет Бундесвер с 26 бригад сократился до 4, до 6. Насколько я помню, да? Вот такая история. Получается, что реальная война оказалась другой. Это крупная региональная война, континентальная, считается, для Европы. И действует здесь, и здесь главным аргументом является большое количество пехоты, дешевой и дешевого оружия, и дешевого эффективного оружия. В данном случае дронов и артиллерийских снарядов. Основные средства поражения. Запад к этой войне абсолютно не готов. И вот этот маленький симпатичное происшествие над Польшей и другое над Румынией показало это полностью. Потому что валить дрон, который стоит 30 тысяч ракеты за миллион, ну это, извините, на такую войну хватит недолго. Ракета на миллион, она же предназначалась для чего? Что НАТО взлетит и красиво поразит все российские воздушные цели, там позбивает все Су-29, 27, МиГ-29 и Су-30, позбивает этими самыми дорогими ракетами. Ну, понятно, когда ракета за миллион валит истребитель за 30, оно и туда. А если дрончики полетят, а сбивать надо такими ракетами, то их быстро потратят, а производить что? Ну, они не успеют так быстро произвести. Не хватит их ни по материальным, ни по, скажем так, действенным причинам, то есть производящим. У них нет квалифицированных кадров, у них нет заводов, которые могут резко нарастить производство, у них нет полупроводников в таком масштабе электроники, потому что Тайвань не разорвется и резко производство не увеличит. И они прекрасно понимают потенциальную эту угрозу и насколько они уязвимы. И чем больше бравурных речей, начиная от Рюта, заканчивая поляками, что мы, смотрите, мы же справились, мы позбивали. Да, они справились ситуативно.
но, простите, это не боевые дроны, практически без ущерба и в количестве 23-19-9 штук по разным версиям. Любой налет с 700 таких, как у нас еженочно там бывает. Ну, не еженочно, еженочно у нас там от 100 до 200, когда большие налеты. И больше конец, в смысле ПВО. Она провалит, не справится, у них начнется катастрофа. Другое дело, Тогда, что да, налет такого масштаба – это уже не выдать за случайный налет, это уже фактически война. И как будет действовать НАТО – большой вопрос. Поэтому Россия на это не идет. Но уязвимости польского и вообще натовского ПВО на европейском ТВД, на его востоке, проявил этот налет во всей Поланте. А это стратегическая дыра, это очень серьезно. Это, чтобы вы понимали, гражданские могут не понимать, но это дыра такого уровня, что правительства не могут не принимать решения. Они вынуждены его принимать уже. Фундаментальные стратегические решения. ну, тогда погодите. Логично было бы, и, наверное, в этом есть логика, и так, наверное, думают на Банковой, взять эти 43 миллиарда и отдать Украине, а у нее тут Конечно, они прямо об этом кричат. и дроны-перехватчики у нее, и силы, и Мгм. средства, и война. Взять и дать Украине. Ну не дают же. И не дадут. Я же прямо говорю. Их решение было понятно в течение 6 часов после этой провокации. Операции, если хотите, назовите. Сосредотачиваем усилия на защите Запада, Евросоюза, НАТО. Украина, постойте в сторонке. Запад 2025. На Ялтинской конференции Келлог говорит, ну вообще так формулировка потрясающая. Значит, если Путин не взял Киев и Одессу, ну ну, он проиграл. Ну, в общем, вот так. Да. Ступ вообще рассказывал, за 4 дня не взяли, вот сейчас 4 года. И вот эта вся вот бравада, особенно Келлога, он же генерал, да, говорит, все, мы теперь можем российской армии надрать задницу. Прям так и говорит. И вроде бы как понятно все. Ну вот если так брать картину мира, что смотрите, вот тут Келлог дерет задницы, вот там поляки подтягивают свои войска. Да, бесполетная зона над местом, ну, где учения эти Запад-2025. А тут внезапно туда прибывают американские представители, офицеры, наблюдатели за, так сказать, происходящим. Вот, пожалуйста, их встречает генерал Хренин, белорусская страна принимающая. В общем, они говорят по-русски, офицеры. Спасибо, говорят, что приехали, руки жмут, тепло встречают. Дальше там было еще куча фотографий, там, да, как они смотрят, наблюдают. Но это полностью ломает шаблоны, потому что это же учение не белорусской армии, а российско-белорусские учения. Да, и обычно на учения всегда присылают наблюдателей именно от противостоящего блока. Более того, Беларусь вообще специфическим образом себя повела. Она оповестила Польшу о пролете этих дронов и часть перехватывала, по некоторой информации. То есть тут большой вопрос, что там Беларусь. Вот. Но сейчас, чтобы не вдаваться в политические интриги, если только не хочется вдаться в политические интриги, тогда об этом поговорим. Могу сказать, что прибытие американских офицеров – это как раз рядовое событие, хотя несколько снимает градус вот этого истерии в стиле вот эта уже коварная операция России и Беларуси против свободного Запада. Но не это главная новость про эти учения. Знаете, какая главная новость? Туда подразделение индийской армии прибыло. Угу. А вот эта новость номер один, гораздо более кричащая, чем это. Недаром на Западе сразу сказали, что Индия перешла красные линии. Даже если туда прибыли все американские офицеры, это было бы меньшей новостью, чем прибыло немножко, 65 человек из элитного полка этой самой индийской армии. А вот на учение это демонстративный политический шаг со стороны Индии. Это следствие абсолютно страшной ошибки, которую называют тактической США по поднятию тарифов против Индии. На самом деле она оборачивается стратегическим ухудшением стратегической ситуации, стратегическими изменениями. Это когда Индия выбирает идти в сторону ШОС, России и Китая, и подтверждая этот последовательный курс, Моди не только не берет трубку от Трампа, что скандалом является грандиозным, не только продолжает покупать российскую нефть, несмотря на все запреты, тарифы, не только едет на ШОС восстанавливать отношения с Китаем, но и посылает подразделения индийской армии на российские и белорусские учения. Причем они прибыли в день, когда была вот эта дроновый налет. Так, чтобы уже совсем красиво совпало.
Сегодня представитель китайской армии говорит, что если там нас будут провоцировать, то, знаете, вот мы метеорит тут сбили, да, и можем еще что-нибудь сбить, если так уже пошло и так далее. То есть это следствие саммита ШОС, зубки, которые показывает Индия, Китай и Россия, всему этому Западу. Но я уверен, что налет дроном на Польшу и Румынию не просто так, а потому что была симпатичная фотография 3 джентльменов. Владимира П., Н. Моди и Си Цзяньпинь вместе рядом стоящие. Там они друг другу как-то покивали, видимо, без переводчиков друг друга поняли, сделали вот так вот, и что-то начало в мире случаться. Это не последнее, что случается в мире. В этом смысле Запад находится в оборонительной позиции, и тактические его ошибки, они происходят не просто так, они происходят, потому что Запад потерял стратегическую инициативу и понимание, зачем она вообще нужна. Стратегическая инициатива – это когда ты опережаешь противника и предпринимаешь действия, которые заставляют его вести оборону. Сейчас ситуация точно сюда наоборот, и нам надо к этому привыкать. Глобальный юг будет все более проактивный, а Запад без фундаментальной стратегической цели все более пассивным, все более реагирующим. И пусть эта реакция будет блестящей, красивой, дорогой, модной, и даже на F-35 стратегически просматривается, ну, если не поражение, хотя я, честно говоря, не стесняюсь этого слова, сколько Запада, сколько глобальная растерянность, это однозначно. И самое главное, им показывают очень неприятную вещь, что есть тип и способ войны, в отношении которого Запад не способен. Нельзя, даже Запад на пике своего могущества не мог перекрыть все виды угроз одновременно, как и Советский Союз. Это нереально. Но в целом прикрывал в основном. Но сейчас Западу показали, что ваш веер работы с угрозами сократился до одного направления. Вы сильны в крупномасштабной войне, идущей по правилам только в воздушной и морской компонентах. Сухопутной уже нет. Но им показывают, что есть тип войны, к которому они абсолютно не готовы. Это война массовых биодронов, то есть людей, идущих массово волнами, и война дронов, летящих с воздуха. Заметьте, в Киеве, в Киевской области, не будем вдаваться в подробности, внезапно взорвался эшелон с боеприпасами. Не взорвался до этого, да? Бах. Злые языки в российских военных чатах, уже неизвестно, так это или нет, утверждают, что это российская операция «Паутина», что дроны были локализованы, взлетели по месту и атаковали этот эшелон. То есть в нашем тылу россияне расположили FPV-дроны, которые атаковали в Киевской области. Оказывается, в «Паутину» можно играть вдвоем. Раз. Во-вторых, что будет делать Запад с этим типом угрозы? F-35 поднимать против маленьких дронов? Или скалкой сбивать эти дроны на каждом поезде ездить? Поэтому есть тип угроз, к которому в настоящий момент Запад не готов совершенно. И без всякой страшной авиации, без ужасных орешников, может получить такой набор неприятностей, которые сдвинут фундаментально эту машину Запада со своей позиции, с которым он не знает, что делать. И не умеет. И горькой иронией звучит все наши попытки там, украинских вооруженных сил и Украины идти в НАТО, и вступать в НАТО, и стандарты НАТО. Это надо для того, чтобы Сикорский договорился до того, чтобы сказать, что нет, это мы будем учиться украинцев. И все похихикали. Я спрашиваю военных наших, которые все знакомые, которые кричали стандарты НАТО, прочь совок. Ну так где, какие стандарты НАТО, если НАТО у вас учится? Раз. Но самое главное не это. Сикорский сказал куда более важную вещь. И вот это признак сдвига этой машины с фундамента. Это признак тех стратегических сдвигов, на которые вынуждено идти западное руководство после этого налета дронов. Но только он высказал вслух, а то, что происходит в кулуарах, там куда более резкие и серьезные оценки. Он сказал следующее. Никаких гарантий Украине нет и не будет. Они невозможны. Это то, что мы с вами 3 года уже на все лады повторяем. 2. Правильно? Потому что гарантии невозможны. Если нет, то Сикорский прямо сказал нашими словами. Подлец какой. Я думаю, что он скоро попадет в миротворец, и против него ведут санкции. А потом измену родине украинской. Почему? Потому что он же сказал, что если страна не готова вступить в бой за другую страну, все остальное гарантиями не считается. Передача сколь угодно, какие угодно политические договоренности, какие угодно консультации, сколь угодно экономической и военной помощи, даже непрерывный поток вооружений и боеприпасов не является гарантией. Гарантией является только готовность вступить в бой за Украину. А такого не будет никогда ни у кого.
Напоминаю, 43 миллиарда с половиной пошли на усиление ПВО Польши, а не на усиление ПВО Украины. Поэтому попытка офиса втянуть в Третью мировую блок НАТО как единственный выход для офиса и, как они считают, для Украины, это очень забавная история. Есть такой комментатор Остап Дроздов. Да, я вообще... Это факел Сиховского района Львовской области, который пылает, да, высоко держит факел Сиховской школы геополитики. Так вот, он говорит, что у нас он прямо говорит, наш единственный, выражая общее мнение, у нас единственный выход – это затеять Третью мировую. Потому что иначе мы проигрываем по-любому. И знаете, я здесь склонен согласиться с адептами этой школы и признать их правоту, которая, да, иногда раз в 1000 лет со дня основания школы у них случается. Вот. Поэтому, как бы, да, единственный способ здесь это втянуть Украину в Третью мировую войну, но сразу скажу, не получится. Почему? Ну, потому что Запад с Россией договорится гораздо быстрее через голову Украины, чем будет воевать за Украину. Что Запад за Украину, что Россия с Западом за Украину. Ну, если Россия с Западом за Украину еще готова воевать, то Запад с Россией за Украину никогда в жизни ни при каких обстоятельствах. Вот и все. Тогда возникает... Поэтому у нас, смотрите, у нас уже наметились линии. Индийская линия на белорусско-российских учениях. Линия ШОС, непонятно куда, которая вырастет. Пошли уже первые суда из Китая через Северный морской путь, напоминаю. А он короче на 10 дней, чем путь через Суэцкий канал. Там 28, а на север 18, что грозит невиданными экономическими преференциями и санкциями. Меняется потихоньку геополитика, за которой Сиховская школа и Криворожская школа геополитики просто не успевают. Они не смотрят на это все, решая свои мелкие повседневные задачи, где взять 300 миллиардов, чтобы и из-под Покровска врага выбить, и учителям зарплату поднять одновременно. Смотрите, Еще стырить на фортификациях. можно, конечно, тут, ну, это модно вообще. Ругать Шелеста, ругать Арестовича, писать гадости в комментариях. Туск 20 минут назад над правительством Польши сбили дрон. Уже задержаны 2 граждан Беларуси. Проводится расследование. Видите, им показывают. Это демонстрация возможностей. Демонстрация возможностей и лишний раз показывает, что происходит в кабинетах, которые принимают решения сейчас в Европе. Потому что публика в лучшем случае видит только очень сильные жесты, типа 2 Искандеров на трассе, 2 установки, которые в Калининградской области направили на Польшу. Не в Искандерах проблема. Хотя это тоже проблема. Проблема в том, что если начнется паутина против Польши, там, стран Балтии, много пивидронов взлетят в нужном месте в нужное время. Или хотя бы несколько десятков. На них не написано Made in Russia, Made in Белоруссия, на Made in India, а они просто будут поражать цели, допустим. Пусть даже влетать без боеприпасов. Представляете, вот дрон влетает в стекло Хаммеру польскому без боеприпасов. Как это квалифицировать? Акт агрессии? Просто летали, не справились с управлением, дрон вышел из-под управления и попал прямо в польского военного, стоящего в турели из пулемета. Военный погиб или тяжело ранен, не дай бог. И что? Что вы будете с этим делать? Ну, влетел в лоб машинисту паровоза. Без боеприпасов, просто дрон. Так получилось. Крушение поезда. И что? Мальчишки сожгли распределительный шкаф на железной дороге, или дрон влетел, который переключает стрелки. Нарушено железнодорожное движение. Вы же говорили, что только Москву можно садить на попу, чтобы она на самолетах не летала, и будут колоссальные убытки терпит проклятая Московия. А наоборот. Люблинский аэродром, Краковский аэродром, Варшавский аэродром, Жешевский аэродром. Это как? Они там прибыль будут получать, когда дроны будут летать и будут перекрывать воздушное движение. Это игра, в которую очень хорошо играются вдвоем. Россияне в нее умеют играть гораздо лучше, потому что имеют 4-летний опыт с Украины. На Западе есть провал. Провал этот как матрешка. Стратегическая ошибка после 91 года, когда объявили конец истории, Россию на коленях, и юг вообще там нам должен, можно не волноваться. Оттуда последовали ошибки в проведении политики на восточном направлении южном. В отношении Китая, Индии, глобального юга, России, Украины. Неправильное строительство вооруженных сил.
И несвоевременная реакция на изменения, происходящие на поле боя и в политике. Казанский саммит, Си Цзиньпин на мавзолее в этом самом, Индия, шатнувшаяся к Китаю, и в технических средствах войны, условная операция «Паутина», привело Запад к тому, что он против него осуществляет подпороговые провокации, к которым он абсолютно не готов, опять же, на всех этих уровнях. От FPV до мировоззренческого. То есть это такой колодец провалов. Это не разовое действие. И им нужно фундаментально что-то с этим делать. И на каждого этот маленький FPV F-35 с Сайдуиндером не пошлешь. Понимаете? И здесь только вопрос, до какой степени собирается Российская Федерация наращивать воздействие на Польшу, Румынию и страны Балтии. Вообще на Европу и НАТО. Все равно как-то нечисто все с этим дроном. Ну, какой-то дрон над правительственными зданиями, ну, сбили, там, белорусов каких-то поймали, задержали. Ну, вот прям толкают, берут и за уши втягивают Польшу в противостояние, там, или прикрыть западную границу. Вот Зеленский вот буквально только что, мы просто в прямом эфире, напоминаю, друзья, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях о происходящем. Вот Украина все ждет, патриоты, говорит Зеленский, есть программа ПУРЛ, ПУРЛ, 3,5 миллиарда. Это оружие, как бы у Америки, чтобы купить, понятно, за какие деньги, да, ну, в общем, за европейские. И вот мы ждем 3,5. Давай, мол, Трамп, продавай оружие нам. И об этом будет сказано у каждого столба. Америка продает оружие Украине. О, все, Медведев, клацай по клавиатуре. Песков, че молчишь? Ну, это все, видите, как разжигается. К большому сожалению, вы вспомнили Дроздова, кстати, который прозревает вообще с этой войны, как она ведется. Но, судя по всему, план втягивания НАТО, он прям на столе. Смотрите, А если не НАТО, то что может быть еще? Саша, это не план втягивания НАТО. Это очень хорошо надо понимать. Это план отсечения НАТО от Украины. Или Украины от НАТО. Для того, чтобы все патриоты оказались в Польше, все там деньги ушли Польше, все дроны ушли Польше, боеприпасы ушли все Польше. Пока они на большее не рассчитывают. Побочным эффектом, второй целью операции является проверка действий НАТО в отношении перспективной угрозы. Способы типа реагирования, сосредоточения войск, прохождения сигналов, какие оперативные командования, воздушные, наземные, морские, территориальные принимают в действие, в отражении в первую приходит в этот степень их действий, порядок действий, подготовка, выявленные недостатки. Это всем занимается военная разведка, Генштаб российский оценивает спецслужбы, это все очень важно. Заметьте, что вся эта история совпала с антиукраинской кампанией, которую начало руководство Польши, новый избранный президент. Это же не просто так. Вся эта история, все эти учения Запад, все эти провокации происходят на фоне антиукраинской кампании. То есть, посмотрите, либо польского президента подтолкнули к конкретным шагам, сокращение финансовой помощи украинцам, там права, в общем, ряд недружественных жестов, каждый из которых самый простой, но ухудшает положение украинцев в Польше. Либо просто использовали его антиукраинскую направленность и риторику, с которой он победил на выборах, для того, чтобы создать оперативный общественно-политический фон, на котором развернуть вот эту вот специальную операцию. Такие вещи оцениваются и ставятся на стратегическом уровне. Ошибки Польша допускает, и США, и вообще Запад на стратегическом уровне. И Россия, и Индия, и Китай используют это. Это большая игра. Но целью не является Польша. Польша – это кнопка, на которую давят для того, чтобы проблематизировать отношения НАТО и ЕС с Украиной и лишить Украину необходимой поддержки на осенний, зимний период боевых действий, то есть период захвата Донецкой и Запорожской области, как рассчитывает российское командование, там где-то до весны. Раз. А во-вторых, стратегически нарушить отношения Польши и Украины. В частности, и Запада, и Украины в целом. Вот такие цели. Если это генеральная цель, моя гипотеза верна, как я оцениваю замысел противника, то никакими дронами над правительством Польши это не ограничится. Потому что операция большого отсечения от Украины должна представлять, да, на степень угроз должна быть такая, чтобы патриоты остались в Польше, а не пошли в Украину. Патриот – это история, которая сбивает только крупные серьезные цели.
типа баллистики, типа крылатых ракет. Ну, тогда надо Я делать не... разрезающую операцию через Ровно, Волынь, вот Нет. туда и отсекать. Не-н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 е. Надо просто создать такую системную угрозу странам Балтии и Дании, которая послала свои корабли и там группы специалистов и в Украину, и в Польшу. В Польшу, как говорят российские злые военные источники, но в Польшу это в открытых источниках. Но для того, чтобы подзадержалась отправка патриотов. Вопрос. По идее, это должны быть удары баллистикой, либо крылатыми ракетами, либо провокативные действия авиации. Я не знаю, какой способ выберут россияне, но патриотам точно не будут по дронам стрелять. Но теоретически оно должно идти туда, только я только один пример, одну нить причинно-следственно протягиваю. Вообще эта большая операция должна предусматривать в себе системное нарастание угроз с опережением, чтобы создать у Запада, в частности у польской стороны, паническое настроение по принципу плевать уже вообще на все деньги нам. Смотрите, в каких условиях мы должны обороняться, мы как стальной еж должны ощетиниться. Он стальной дикобраз, стальной еж, это говорит, что Урсула, которая рассказала про стального ежа, вернее, дикобраза в Украине, сказала, теперь Польша стальной еж, и все деньги на иголки, и иголки пойдут Польше, не Украине. Вот это должно быть стать целью. Или хотя бы ослабить. Как они будут этого достигать, я не знаю, но если гипотеза верна, это только начало. Начало. Посмотрим. Может быть, это разовая провокация, может, они пощупают, посмотрят, сделают оценку, сделают опять же предложение. Но тогда надо ждать второй раунд чуть попозже. Смотрите, Запад делает системные ошибки. Вот эта ошибка президента Польши с его антиукраинской кампанией, это вот было немедленно использовано Российской Федерацией. И не только ей одно. Как раз для того, чтобы колоть. Опять же, насколько умны украинцы? В украинских СМИ, среди говорящих голов, среди просто неравнодушных граждан началась антипольская истерия. Это при том, что Польша всем пожертвовала в начале войны для Украины. Передала танковую дивизию, она передавала нам много денег, вооружения, самолеты и так далее. Приняла миллионы украинских беженцев, обеспечила их помощь детскими садами и так далее, и так далее. Как бы ни были проблемные отношения с Польшей, таких вещей забывать нельзя. Никогда. Даже через 200 лет надо помнить, что в тот момент, когда мы сыпались, Польша нам помогла. Причем помогла не только как государству, но и людям. Неблагодарность – это худшая черта. Что делают украинцы от говорящих голов, там, я не знаю, министров иностранных дел, советников и да просто неравнодушных граждан сети? Они устраивают антипольскую истерию в ответ на неудачную, ошибочную политику польского президента. И в этом складываются обстоятельства для того, чтобы российская программка пошла как покатанная. По маслицам. Мамушка уже разлила масло. И поэтому Запад откровенно не тянет. Тип и характер противоборства стратегического, которое ему навязывает Российская Федерация, Индия и Китай. Не тянет они. Они не тянут Так а зачем по они сумме его, причин. зачем они его начинали? Ну вот выходит же Сакс, Джеффри, который Сакс, и говорит, ко мне тут Макрон, но он не говорил когда, да, то есть Макрон подошел, говорит, это не, это вот это НАТО, это, то есть Сакс говорит, что НАТО признало, что они как бы признали свою агрессивную политику, и вот это из-за них все происходит. Да, это происходит из-за них, по моей оценке, но проблема в том, что они, когда это затевали, они стояли в позе. Поза это была поза белого господина в пробковом шлеме и симпатичных шортах с карманами на слоне, белого сахиба, а там внизу где-то вот эти смешные индийцы и индейцы, вечно должное им золото и жемчуг, да, и за медицину где-то там внизу копошились. А они рассказывали, так, ты эти воюете с этими на потеху, а мы там типа вот посмотрим, как это у вас получается. А потом раз и вышло, что сахибы не заметили, как попали в окружение стратегическое. Ну, вот, индийцы, оказывается, делают инженерное решение, как китайцы и индейцы. Индийцы и индейцы, которые Запад уже не тянет. А потом бац, и миллионная минимум демонстрация против левых с их политикой в Лондоне. Это организовал Арестович и Собчак, мы Ну, знаем. однозначно мы организовали, но ведь она была организована, люди же вышли.
Когда там рассказывают, что там было 110 тысяч, я очень смеюсь, потому что я когда-то по молодости в 99 году попал на демонстрацию в Лондоне, там было 150 тысяч человек. Это и близко не сравнится с тем, что было позавчера. Позавчера же, Да. да? Вот, поэтому там было много сотен тысяч, давайте так, как минимум. Поэтому это очень интересная история. Ведь Запад, параллельно тому, что он ведет борьбу с глобальным югом, он еще не ведет ее, он еще до конца не осознал, он в обороне, он еще ведет борьбу с самим собой. Когда мы говорим Запад, это же вещь, которую надо постоянно оговаривать. Левый глобалистский Запад – это одно, а правый консервативный – это совсем другое. В Европе 9 консервативных правительств, в Лондоне консервативные демонстрации, в Штатах консервативная возмущение с привкусом такой где-то в перспективе гражданской войны против глобалистов левых. Как поведет себя по отношению к глобальному югу правый Запад, еще неизвестно. Но все вместе дружно не любят глобалистов левых. Поэтому проблемы скорее у руководства левого глобального проекта западного, нежели у Запада как такового. Но, увы, поскольку они захватили власть в очень многих странах, расхлебывает это все государство, которым они руководят, или серия государств, и народ этих государств. У них над головами летают ужасные дроны. Ну и правое правительство, такие как польские, в силу места в Польше в раскладах между Россией и Западом, не может оказаться не пострадавшим, к сожалению. Поэтому У меня такой, это только начало. у меня такой, знаете, соблазн, но тем не менее. Вот если мы вот ту нить, которую вы, ну, пробросили, да, вот одну гипотетическую, а она какая в плетении, да, завершения войны? До завершения войны еще долго. Тут много разгорается. А вы говорите за завершение войны. Нет, украинской войны в Украине. Украинской войны, да, не. От Украины потребовалось бы невероятное качество геополитики, а, напоминаю, вся внешняя политика вырастает из внутренней политики. То есть сначала Украине надо полностью сменить внутреннюю политику, чтобы обеспечить мир и согласие по ключевому вопросу, например, не участие в больших масштабных столкновениях между Европой и Россией. Все говорят невозможно, я скажу, ничего невозможного нет, потому что Испания 1936-1939 года, Франко, когда его втягивали изо всех сил, с одной стороны Британия и США, с другой стороны Муссолини и Гитлер втягивали во Вторую мировую войну, он сказал: ребята, мы навоевались, нам не надо. А напоминаю, Испания – это стратегическая страна. Это только кажется, что она на задворках Европы. Она, извините, Гибралтарчик обеспечивает и прикрывает полностью. Поэтому, это даже если брать без испанского Марокко, она была ключевой для операции союзников в Северной Африке и операции немцев в устойчивости. Без Испании ничего не решалось. Поэтому он не дал втянуть, хотя страна была на разломе и в очень выгодном положении для того, чтобы 100% участвовать в войне. Не дал втянуть. Украина тоже могла бы не дать себе втянуть в войну, если бы проводила. Для этого нужно сначала развернуть курс внутренней политики. Потому что внешняя политика является продолжением внутренней. То есть сменить внутреннюю проектность, перейти к выполнению Конституции Украины, 10-я, 26-я и прочее, прочее. Потушить земляночку УПА, обеспечить широкий человеческий, не на ненависти построенный, а на нормальном, на человеке, не на государстве, не на мове, не на ненависти, а на человеке, его интересах и нуждах проект широкий, обеспечить транзит и транзитные возможности Украины из Азии в Европу и обратно, то есть включиться в новый шелковый путь и его деривативы, которые идут через Черное море, Средиземное море, через Центральную Азию, быстренько обшиться инфраструктурными проектами, обеспечив себе мир, и стать зоной, как Центральная Азия, где потенциальных вооруженных конфликтов огромное количество, но их пока нет крупномасштабных, потому что слишком много государств заинтересованы в том, чтобы их не было в транзитных возможностях этих стран и экономических. И сказать: вы сколько угодно воюете там в районе Беларуси, стран Балтии, а у нас тут вот движение товаров, людей и услуг, и что? И воевать не надо. И тогда бы говорили одновременно и европейцы, и китайцы, что нам не нужна война с Украиной. Слишком мы зависим от украинских транзитных возможностей. Но это изменение не во внешней политике, а сначала во внутренней. Консенсус нужно обеспечить. Но поскольку таких изменений отнюдь не предвидится в ближайшее время, а предвидится только повышение зарплаты учителям и продолжение войны,
мы будем втянуты в эту войну по полной, даже если она что? Вдруг затеется. А мы исходим из того, что как что-то затеиваться будет. Если не война, то противостояние идет вовсю. Назовем это так. Появление индусов показывает возможные перспективы этого противостояния. Нам говорили, Индия, да чтобы Индия, да никогда. Ну, китайцы, ну, корейцы еще могут приехать, а индусы никогда. Вот вам приехали индусы. Но разведпризнаки последних дней вот свидетельствуют немного о другом. Вот Венеславский говорит, война закончится. Дальше выпустили Сергея Старенького, это, в общем, по защите прав человека, заместитель председателя комитета. Тут говорит, слушайте, после окончания военного положения будет особый период, ну, то есть мобилизацию продолжат, будут повышать обороноспособность, всех там, ну, не отпустят, короче, никого, всех, кто по специальности какой-то интересное радио, всех будут опять отправлять. И парадокс в том, что вроде как готовят какую-то почву, да, вот какой-то там мирных каких-то дней, но они такие полумирные дни будут завтрашние, и параллельно обостряется жесточайшим образом мобилизация. Он приняли сегодня на взятке 10 тысяч долларов, там кто-то депутат, он в ТЦК брал от какого-то, да, ну, которого в розыск записали, десятку. Вот он взяли его, показали, красиво разложили деньги, потом сообщение к вечеру под залог. Ну, там 90 тысяч гривен. Ну, 2000 долларов. То есть, да, десятку он брал, а 2000 долларов он должен дать залог, чтобы как бы внесли. Но особый ужас. Это сегодняшняя история о том, что ветерана, у которого в голове пластины, он инвалид третьей группы, он служил под Угледаром, он вступился, ну там по-разному, кто говорит, просто вступился, кто говорит, брат его, в общем, тянули в бусик, тот начинает как бы, ну, вступаться, его забрызгали, избили, все, лежит в больнице. Вот вам ТЦК, занимается поддержкой ветеранов. Ну, Как, я вам как добавлю за будет два. жизнь, да, обустроена? Смотрите, я вам добавлю за 2 крайних дня. Вот просто никакой специальной выборки я не работаю для того, чтобы найти вот этот изюм и обязательно предъявить его. Просто читаю телеграм-каналы, как все. Новости за последние 2 дня. Мобилизировали и убили на передке отца, на передовой отца 3 детей. По совместительству настоятеля храма. Видео с издевательством над мобилизованными своих же сослуживцев, которые издеваются над мобилизованными. Избиение на улице ногами отца ребенка-инвалида 5-6 ТЦКшниками. Внимание, забрызгали газом 10-летнего сына мужчины, которого избивали и тянули. И не выпустили отца Ирины Заруцкой на похороны дочери в Соединенные Штаты. Ему 57 лет. Могли бы сделать исключение. Это 30 минут просто открыть Телеграм. Некоторые мои друзья считают, что этой стране уже ничего не поможет. Что она исчерпала, как говорила Тос Миледи, терпение людей на небе, на земле и Господа на небе. Другие говорят, ничего, это отдельные эксцессы, а мы еще ого-го повоюем. Но я могу долго рассуждать на первую тему, на вторую тему, но вот на тему того, что Венеславский говорит, у нас скоро тут конец войне. Ребята, когда вы проводите такую внутреннюю политику с забрызгиванием газа 10-летних детей и избиением отцов на глазах детей, затаскивая их в бусики, кричащих ребят от ужаса девочек 5-летних, вы только начинаете войну. И война эта будет идти внутри, а не снаружи. Не за двичным ворогом. Вы обнаружите, что одвичный ворог – это вы сами. Поэтому, если вы думаете, что США там на грани, то вы думаете, Украина не на грани. Вы еще не знаете, что будет, когда закончится большая война, если она вообще когда-нибудь закончится. Что тоже отнюдь не гарантировано. Почему-то все рассуждают, вот вернутся военные, будет партия военных. Другие говорят, да военные как начнут стрелять на улицах, не будет никакой партии военных. А я хочу задать вопрос, а почему вы не рассматриваете вариант, что никакие военные вообще не вернутся ни с какого фронта? Что их Зеленский и компания будет честно вести к тому, чтобы они там все остались на этом фронте. И Украины вообще не было как государства. Или левобережной Украины как минимум не было. Почему вы решили, что война закончится, что когда-то кто-то вернется, будет наводить порядок или разрушать порядок? Этого всего может не быть в принципе.
Вот и все. Ну, никогда так не было, чтобы никак не было. Ну, как-то же будет, конечно. Например, Юго-Западный федеральный округ Российской Федерации, с которого дроны будут лететь на Польшу. Вас этот вариант устраивает? Я всегда спрашиваю. У нас же принят в обществе такой оптимизм. Вот Зеленский выходит и говорит, ну, меня тут разведка доложила. Да такими темпами россияне Донбасс будут брать еще 2 года и положат еще 2 миллиона человек. Чего нам бояться? И все таки да, да, действительно, чего бояться, они же еле продвигаются, вот там то, все, там, да, да фигня какая, ради бога, и так далее, и так далее. А я напоминаю, что изменения копятся постепенно и кажутся, а реализуются скачкообразно. Когда тонет «Титаник», бабочка-однодневка, я приводил этот пример, сидит на самой высокой мачте. И «Титаник» тонул сколько там, 3 часа? 4. У однодневки бабочки это шестая часть жизни. По человеческим меркам это 10-15 лет. И, конечно, ей кажется, что, я не знаю, что они там внизу суетятся, бегают, там лодки спускают и так далее. Все же прекрасно. Звезды, океан, тихий, спокойный, айсберги кругом плавают, огни. Бабочка получает удовольствие 10-15 лет своей жизни. Не все еще потеряно. Еще можно. Еще работают рестораны. Еще можно пройтись по Киеву. Еще не всех убили на фронте. Еще не все отступили от Покровска. Все прекрасно. А тем временем «Титаник» тонет, 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 тонет. Бабочка где 15 лет прожила, потом щелк. И мачта из-под ножек уходит куда? В пучину. Что делают бедные бабочки посреди океана? Летит сколько сможет. Ну, сколько она сможет? 200 метров. И все. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего опроса. Вопросов от вас очень много, как обычно, как всегда. Не забудьте поставить лайк, написать, что думаете под этим видео. И действительно, там есть там много. Вот вышел Мадуро только что с заявлением, говорит, все, готовят операцию против Венесуэлы. В Израиле там Рубио и Нетаньяху встретились, но и... Ну, чрезвычайное сообщение, сейчас совещание лидеров арабских стран идет в Дохе, в Катаре. Они обсуждают, что же делать с таким израильским ударом, и вообще с Израилем, с голосованием за палестинское государство. Много чего в мире происходит, и везде Запад. Ну, вот они, могучие штаты решили отыграться на Мадуро. Китая нет, Индия нет. Израиль тоже неудобно как-то, да, или арабов, или Иран. Ну, с кем поборемся? С рыбацкими лодками, перевозящими там рыбу и наркотики. Это мы можем, это мы молодцы. Мельчает гегемон. Да мельчает, что может, то делает. Это гегемон. Итак, итоги опроса. Они такие. Кто при посредничестве Трампа уступит больше? 3% Путин, 10% уступят оба примерно одинаково, соразмерно, не одинаково, а соразмерно. 35% Зеленский больше уступит, и 53% никто не уступит, затея гиблая. Алексей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, результаты. Я, если честно, как-то вот расстраиваюсь. Вас слушаю, вот эти результаты смотрю. Вообще никто не видит мира и окончания смертоубийства в Украине. Вообще Почему никто. почему я вижу и последовательно провожу линию на то, что война между Россией и Украиной должны прекратиться. Вне зависимости от того, что я могу очень много сказать про политику России негативно, про политику Украины я говорю ежедневно. Несмотря на все эти негативы, а также и позитивы, которые тоже можно найти у обеих сторон, война не прекратится, к сожалению. Поэтому, когда говорят, военные вернутся, я еще раз повторю, а с чего вы взяли, что они вернутся? Поехали сессию вопросов и ответов. Данил задает вопрос. Здравствуйте, Алексей. В свете заявления премьера Малайзии о визите Трампа и Путина на саммит АСЕАН, как вы оцениваете вероятность их встречи и какие задачи может преследовать Путин на этом мероприятии? Да нечего там, ну какие задачи? Он все уже сказал на Аляске, я перед этим сказал в июне 24-го, да, ультиматум. Он сказал, так, смотрите, ребята, вот такая у нас история. Вы же смотрите, ну, как вам сказать, я не знаю, будет ли он это называть вслух, но может быть следующее. Вот у нас выборы в Молдове. Да. Страна такая есть. И в Молдове очень хрупкая ситуация. Там есть левые либералы, Майя Санду и ее окружение, а есть пророссийские силы откровенно. Помните, у нас любимый вопрос, который нам задают каждую передачу. Возьмут ли Одессу? Угу. И вот карта в кабинете у Герасимова, там, с Одессы Николая. Вот так вот просто взять Одессу с прозападной Молдовой невозможно.
А с пророссийской Молдовой взять Одессу намного-намного проще. Поэтому, когда говорят, а где же условия для взятия Одессы, ну, морской десантной операции не проведешь, пока Херсон, пока переплывешь Днепр, дойдешь там через Николаев, Херсон, вы подумайте, а что будет, если Молдова станет пророссийской? Какое будет резкое... Ну, казалось бы, маленькая симпатичная Молдова. Что произойдет с румынской безопасностью? С безопасностью Одессы? А это же, собственно говоря, тут в Румынии чуть не победил кандидат амбивалентный, его уже там отодвинули всеми силами, да, и так далее, который, ну, мягко говоря, был не комплементарен Украине, а весьма комплементарен России. В Румынии, стране НАТО и ЕС, а в перспективе победить в Молдове, ну, у них просто зашкаливающие. Напоминаю, что армия ПМР, какая бы она смешная ни была, она рассматривалась как третий армейский корпус в дополнение к первому и второму, Луганской и Донецкой так называемым народным республикам, с 2015 года в военном планировании Российской Федерации. До Одессы 60 километров. Поэтому море, которое мы подарили выход Молдове к морю, морская граница, много чего там может произойти. Важного и так далее. Поэтому из тайной жизни родников исходит вечное движение. Все быстро меняется. Теперь вопрос. Путин поставит этот вопрос при встрече с Трампом, что смотри, у тебя проблемы на северном фланге, Польша, страны Балтии, могут начаться на южном фланге, непосредственно в Черном море. Не сегодня-завтра. Или что-то будем делать. Будем как-то мириться. Нет? Ну, на нет и сюда нет. Он нам индийская армия в гости приехала, извините, не до вас. Я не знаю, будет ли он это так делать. Не знаю. Но он вполне может это сделать и сказать, как бы, ребята, завтра Молдова, послезавтра Балканы. Вы что кричите, что вот тут вот как бы прецедент Косово, так нате, будет еще. Кирилл задает вопрос. Я вот все эти, Алексей Николаевич, 4 года задаюсь вопросом. Почему все эти натовские командующие не могут взять под контроль фронт, а отдают его на участь нашим? Залужный с Сырским показали свою некомпетентность. Может, натовским генералам пора брать все под свой контроль? Им в любом раскладе движения фронта невыгодно. Заранее благодарю за ответ. Чего вы взяли, что натовский генерал умеет воевать? Добрый вечер, Александр Алексей, Кинг спрашивает. Благодарю за очередной эфир. Первый вопрос. Что реально может заставить Зеленского одуматься и пойти на какие уступки? Только глубокий провал фронта и сразу вдогонку. Вопрос с НАТО закрыт окончательно для Украины? 100%. Можете забыть вообще. Что может заставить Зеленского одуматься? Ничего. Он свою дорогу выбрал, он будет идти до конца, скорее всего. Как это прям от вас прозвучало? Он свою дорогу выбрал. Ну, Двусмысленно. да, эта дорога и вас всех туда заодно. Здравствуйте, Алексей. Вы продвигаете проект Украины как проектность Руси и русского мира. Но если смотреть с исторической точки зрения, Украина близка к двум проектностям Речи Посполитой и русскому, которые всегда конфликтовали. Также и языки в Украине. Половина говорит по-украински, языку больше близкому к польскому, половина на русском. Почему же Украина, по вашему мнению, должна идти именно в проектность Руси? Потому что вы русский. Александр задает вопрос. Она не должна никуда идти, она принадлежит к нему. Малая часть Украины, которая католическая, да, она уже, да, уже выкрестилась туда, можно сказать. Православная Украина не имеет никаких вариантов, кроме как она органически присуща русской православной цивилизации, не, внимание, не по Арестовичу, а по Хантингтону. Понимаете, да? Если мы рассуждаем в этой логике Хантингтона, она все с каждым днем кажется все более и более оправданной, она уже принадлежит к русской православной цивилизации. В широком смысле русской, не российской. Поэтому, ну что, против чего вы хотите возразить? Почему она должна идти? Она ничего не должна. Вы же не должна идти куда-то, чтобы перестать быть Александром. Вы можете сидеть на месте и даже спать, и все равно будете Александром. Украина может никуда не идти, она все равно принадлежит к этой цивилизации. И не надо идти. И надо осознать, кто она. И вести, соответственно, свою политику строить. Я же говорил 1000 раз, это не обязательно означает сливаться в политическом единстве и экстазе с Российской Федерацией, тем более после такой страшной войны. Но уж не воевать-то можно друг против друга, принадлежа к одной цивилизации.
Галина спрашивает, вопрос не по теме, но Алексей, скажите, Ксения Собчак интересный собеседник? Спасибо. Интересно, интересно. Интересно. Не откройте подробности ваших прогулок по Лондону. Так а что открывает Двое, интервью? Интервью двое выйдет в под одним ближайшее время. зонтом. Помните такой Ну, советский фильм? не считая собаки, да. В ближайшее время выйдет интервью, там все будет черным по белому написано. Ж- Смотрите на здоровье. Ждите, ждите. Значит, насколько реально, что на Зеленского накладут санкции, и станет он после этого сговорчивее? Спасибо за ответ, спрашивает пользователь Face. В каком-то сценарии где-то там отдельно накладывают, но сговорчивый не станет, он полезет на стенку только больше. Алексей, допустим, Европа заполнит газом Украину, российским или американским, знак вопроса, а Россия будет бить по газовой инфраструктуре Украины. А выход на простор границ Донецк, Запорожская область, когда приблизительно к весне будет? Спасибо, Александр, всем добра. Так, а никто не знает. Известен только сценарий, а сроки непонятны. Сроки зависят от тысячи факторов, которые не просчитываются сейчас. Потому что часть из них не аналитические. У нас для аналитических данных не хватает, потому что мы не знаем количество войск, боеприпасов на складе, боеготовности реально и так далее. А кроме того, есть не аналитические факторы. Боевой дух, усталость там, и так далее, и так далее. Кроме того, за это время произойдет столько значимых событий, которые могут радикально повлиять в ту или иную сторону. Мы понимаем, что российская армия идет, и вряд ли ее что-то остановит. Она может идти трижды медленно, там дойти за 5 лет еще туда. Вот. Но совершенно не предвидится чего. Ее остановки или вдруг со своей стороны, типа мы передумали или уже не можем, или с украинской, когда Украина вдруг резко приращивает эффективность и останавливает надежно российскую. Пока никак. Вдруг это может и случиться, но я не знаю, пока не видно, не проглядываются такие варианты. Если вы склонны верить в то, что Россия вот-вот треснет, ну, тогда вам не ко мне. Я вас переадресую мягко к тем комментаторам, которые считают, что еще чуть-чуть, и на России лопнут штаны. Я так не считаю. Здравствуйте, вопрос. Верно ли, что Зеленский всевластен, но при этом боится националистов? То значит, он боится не их, а силы, которые стоят за ними. Возможно ли вообще победить западное финансированное, вкладываемое в землянку УПА? Возможно, только нужно либо создать национальный проект такой привлекательности и силы, что люди скажут, да ну его нафиг этот Запад, вот, здесь строится будущее, здесь мы хотим жить, в этом мы хотим инвестировать, для этого мы хотим растить наших детей. Как вы думаете, Зеленский способен на такой проект? Раз, а во-вторых, да, и либо опереться на кого там посущественнее, кто может противостоять Западу. Нет, не обязательно это Россия, это может быть Индия и Китай. Это может быть союз Индии и Китая. Это может быть союз Индии, Китая и России. Это может быть союз Индии, Китая, России и Беларусь, к которым там вот приезжают американские офицеры. Я задаюсь вопросом, а кто с кем воюет, когда американские офицеры в Беларусь приезжают? Запад с НАТО? Или НАТО с Россией, с Беларусью? Или как там? Что вообще происходит? Поэтому Беларусь, когда ей надо было перебалансироваться в рамках союзного государства, уже будучи в союзном государстве с Российской Федерацией, обратилась к Китаю и получила балансир, который позволяет Лукашенко до сих пор удерживать свою власть независимой, и Беларусь независимой страной. Малюсенькая Беларусь. Китайцам обратились, те инвестировали в экономику, получили преференции и получили перебалансировку. Это возможно, можно перечеркнуть любые западных радикалов, там леворадикалов, праворадикалов, каких угодно, просто поиграв немножко в геополитику. Но основа игры в геополитику опять-таки является внутренняя политика. Сначала ее нужно поменять. Для начала хотя бы выполнять украинскую конституцию. Хотя бы. Сделать из Украины сначала то государство, которое задумывалось социальный основатель. А потом уже, может, какая-то там суперпроектность, там будущее. Но даже Конституция не выполняется. То есть Украина разрушена как государство в своей основе. Она не выполняет акт независимости, провозглашение независимости Украины, декларацию независимости Украины и Конституцию Украины. Не выполняет. То есть она нелегитимна со всех сторон. Вот, благодаря политике, которую она проводит. Чего уж там про внешнюю проектность говорить. Ну да. Значит, вот такой вопрос. Ну, это так. Да или нет, Алексей, вы когда-то говорили, скажите, когда нужно выезжать из Польши? Вчера? Смотря чего вы ищете в жизни. Может, вы ищете
Казацкого драйва. Чудо на Висле, да, или Казацкого драйва, или там, да, крылато-гусарского драйва. Что Вообще вы как бы взрослые люди, вы сами решаете, куда вам ехать и что делать. Кирилл спрашивает, что Алексей сделает с Коломойским, Ахметовым, Пинчуком и другими олигархами, когда станет президентом? Ну, как? Позову, спрошу, как вы собираетесь жить дальше, чего хотите. Вот у меня такие планы. Какие планы у вас? Давайте, может, подумаем, как мы можем вместе поработать на народ, на страну. Не кажется ли вам, что очень долго было несправедливое общественное устройство Украины? Что простые люди сильно много страдали эти 34-36 лет. Давайте придумаем, что можно сделать. Давайте вообще все наши капиталы, символические, финансовые, промышленные, все, которые есть, начнут работать в первую очередь на Украину, на страну, которая вас взрастила и дала вам эти капиталы. И всем будет хорошо. Возможно, ваши внуки будут вами гордиться, если мы договоримся. Мгм. Ну, Зеленский так тоже делал, а потом мы видим... Он же не выполнил. У меня есть недостаток. Я всегда выполняю то, о чем я договорился с людьми. Надя спрашивает, Алексей, Александр, добрый вечер. Если позволите, два небольших, коротких, но существенных вопроса. Первое. Почему комиссия по правам человека не реагирует на множественные аресты и убийства политзаключенных в Украине? Эти цифры достигли каких-то непостижимых размеров. Второй. Почему Гордон, Портников, Бацман, остальные пропагандисты Зеленского замалчивали новость об убийстве Ирины Заруцкой? Им была дана команда молчать, чтобы угодить либералам? Спасибо. А почему принц Гарри приехал в Киев? Как? Борща поесть отклопотали? Смотрите, он поел борща и сходил на аллею героев. Да. А почему он не обмолвился хотя бы полуиронично, там, полувопрошательно? Я тут слышал про какие-то неприятности с ТЦК. Преследование русскоязычных, преследование инакомыслящих, преследование церкви. Просто задать вопрос, даже не выдавать политических оценок. И сказать, что их это беспокоит, что он deeply concerned. Они же все закрывают глаза. Этот благодетельный Запад закрывает глаза на массовое нарушение прав человека в Украине и отмену какого-нибудь права, какого-нибудь правосудия. Лишний раз показывают, что глобалисты западные лицемеры, жесточайшие, которые живут по принципу «это сукин сын, но наш сукин сын». Поэтому, если бы они узнали завтра, что Зеленский ест на завтрак жареных младенцев, они бы промолчали. Потому что ему нам нужно, чтобы главный индеец пока воевал с Россией. И ради этого можно закрыть глазки на все, что угодно. Теперь украинцы, которые рвутся на Запад, за западные ценности, подумайте на тему, как легко Запад закрывает глаза на свои собственные западные ценности, если им это выгодно. Так, значит, следующий вопрос. Значит, вопрос Алексею Арестовичу от Артема. Представьте ситуацию. Вы случайно встречаете Владимира Зеленского в темном переулке. Ваши действия. Варианты. Обниму как родного, пожму руку, пройду мимо, дам в морду. Зацелую. Значит, Алексей, какое название придумали своей партии, спрашивает пользователь. Я человек исключительно скромный, поэтому, конечно, партия будет называться именем светлого, великого, попирающего ногами вселенную Алексея Арестовича. Не могу же назвать как-то ее иначе. Юрий Анатольевич, здравствуйте. В Албании искусственный интеллект назначили министра внешней торговли. В Непале уже провели выборы в интернете. Почему захваленная Индия так не может? Ну, потому что они дикари, а мы цивилизация. Поэтому дикари, китайцы, индусы, непальцы и албанцы нас опережают, а мы, цивилизация, бережно храним наши корни. Корни от буряка, корни от картофеля и другие корни. Ну, сейчас это, конечно, интересно. Про вершки и корешки, да. Да. Это прям, это все по-нашему. Значит, следующий вопрос. Доброго вечера, Эдвард спрашивает. Алексей, судя по лицам присутствующих на Киевском форуме ЕС, там был весь нынешний киевский политбомонд плюс известные зарубежные политики. Организатором форума был Пинчук, сторонник демократов в США, представитель Сороса в Украине. Неужели вся нынешняя политэлита не боится Трампа после его заявления о преступлениях Сороса во всем мире и начале расследования по нему согласно закону РИКО? Спасибо.
Нет, не боится. Они считают, что Трамп – это временная флуктуация. А в следующем году демократы выиграют парламент, потом выиграют вообще, и снова воцарится сплошной USAID, его вернут, их все вернут, часы подарят, да, и так далее, и так далее. Поэтому Трамп пока не страшный. Алексей Николаевич, Тони Шибаев спрашивает, половину своего двухчасового эфира с Латыниной вы потратили на то, чтобы донести до нас мысль о необходимости осмыслить, поговорить между русскими и украинцами по поводу войны. Что же мы делаем, разве так можно, как так получилось, покаяться всем. А где гарантия, что после того, как мы поговорим, не появится белокурый лохматый клоун из Лондона и не прикажет нам воевать дальше? Но если вы послушаетесь, то будете воевать дальше. А у меня вопрос, а зачем вы слушаетесь? Ну, вообще, как оцениваете вот это проявление последнее Джонсона? Ну, все же понятно. На самом деле все понятно. Переходим значит, переходим к чатам. Сначала чат Шелеста, поговорим онлайн. Значит, спросите, пожалуйста, гостя, как Украина будет выплачивать кредиты. Парнями? Алексей Александр, Владимир, здравствуйте. Вопрос к Алексею. Обычно после интервью с Собчак люди получают проблемы с российской властью. Рассчитываете ли вы на обратный эффект? А какие еще проблемы с российской властью вы хотите, чтобы я получил? 3 уголовных дела. Статус экстремиста, террориста и так далее. Что же еще? Мгм. Ну вот мне так нравится, вот Михаил Цыплаков. Все спрашивают, там, как уезжать из Польши, а он спрашивает, когда безопасно возвращаться в Украину. Как вы считаете? Ну, оптимист, когда Украина решит сменить проектность на широкую, транзитную и не антироссийскую, вот тогда можно будет возвращаться. Нур Казах спрашивает, здравствуйте, если Германия официально докажет, что оба северных потока взорвали украинцы под официальной поддержкой властей Украины, повлияет ли это на их помощь Украине? Ну, это интересный вопрос. Скорее всего, не помешает. Они, скорее всего, будут таранить персонали в перспективе выборов, скорее всего. То есть получат рычаг к выборному процессу в Украине и результатам выборов, а помощь Украине не прекратят. Здравствуйте, известно ли вам о подготовке Франции и Британии провокации Приднестровья? Правда ли, что страны НАТО вводят военный контингент в Молдову и Украину для Приднестровья? Пока ничего они никуда не вводят, да, до этого далеко. Если такие разговоры появились, то мой сегодняшний разговор о Молдове вы запомните. Как говорится, запомните этот твит. Алексей, почему, когда в ноябре 23-го украинская ракета убила двух поляков на территории Польши, на повестке дня не поднималась не только 5-я статья и даже 4-я статья? Потому что украинская ракета залетела нецеленаправленно. Это военный инцидент, а не военная агрессия. Евгений Филиппов прикалывается, говорит, у Кличко была партия Утар, а у Арестовича будет партия Арест. Ну, Арест. Ой. Значит, если Украина полностью перейдет под влияние России, то, я думаю, ни о каких долгах речи не будет. Что думает по этому поводу Алексей? Спрашивает Броун. ну, конечно, это можно переписать все долги Украины, все ее там земли проданные, все редкоземельные металлы и прочее, прочее. А кто способен на такое действие, кроме коварного Путина, который может завоевать Украину? Украинцы добровольно способны заключить мир и обеспечить себя гарантиями, например, как Казахстан, одновременно и глобального юга и запада, сделав сотрудничество в Украине взаимовыгодным для всех. Почему украинцы решили сделать, Казахстан решил сделать из себя житницу, здравницу и все на свете, а украинцы решили сделать из себя поле боя? Скажите, что это за интересный выбор такой? Чат Алексея Николаевича. Здравствуйте. Вопрос. Давно играю в грин-карту. С 2000-х годов заметил, что Украине давали высокие квоты для иммиграции, а потом все нехорошее начинается в Украине с 2010-х годов. Комментируйте. Ну, это какая-то очень тонкая история, я не знаю статистики, поэтому ничего не могу сказать. А,
Значит, про Гарри, да, действительно, все интересуются на вашем канале, что это он вдруг, да, заезжал. Такие всякие там Илья Ну, Муромец. потому что он перед этим был у папы. У папы он же в опале. Но он заехал к папе, поговорил с ним, и после этого приехал в Украину внезапно. Как Арестович относится к Мирославу Олешко, спрашивает Кирилл. Я не очень слежу за его деятельностью, если попадается только в ленте или в ссылках людских. Он когда-то на меня наезжал, но это дело 110-е, кто на меня только не наезжал. Я смотрю, никто на меня наезжал, а на то, чего человек хочет. То, что он критикует сейчас режим Зеленского, делает правильно. А больше я про его деятельность ничего не знаю, поэтому мнение не формирую. Доброжелательно нейтральное в настоящем, скажем так. Из Беларуси вопрос от пользователя. Алексей Николаевич, почему вас предали в команде Зеленского? Вас начали бояться? Так, по крайней мере, выглядело. Спойлер, это не только мое мнение. Ну, конечно, меня начали бояться, когда в середине марта показали второй рейтинг после Зеленского, то все и началось. Марта 22-го. Спрашивает Иванна, когда моноэфир о политике? По пятницам у нас. В пятницу, да. Поэтому подпишитесь на Алексея Арестовича. Кстати, QR-код, который все время нашего эфира возле него, это возможность послушать семинары, лекции, очень интересные материалы, школы Алексея Спасибо. Арестовича. Спасибо. Поэтому переходите. Давайте еще буквально пару вопросов. Значит, кто стоит за националистами в Украине, спрашивает Калхакер. Вот это Сорос или нет? За левыми националистами глобалисты стоят, а за правыми националистами никто не стоит, они сами по себе выросли. Они играют на внутренних противоречиях между олигархами, спецслужбами, властью и так далее. На таком. М, И очень враждуют с левыми националистами, на самом деле. Что видно хорошо на каждом марше ЛГБТ. Значит, тут радуются. По партия Арест людям понравилась. Ну, будет арест, значит. Партия Арест. Как это? Саджаты будемо. Помните вот это Угу. несбывшееся? Не весна придет, а просто сразу, как только придет партия арест, так и всех сажать будем. Что думает Арестович? Может ли быть Непал ответом за Индии за их Не, телодвижение? Непал – это очень стихийная история. Непал – маленькая страна, симпатичная да нельзя, но мало что определяющая, к сожалению или к счастью, в геополитике. Поэтому никаким ответом она считаться не может. Это стихия. Ну, давайте еще вот эту точку поставим в нашем сегодняшнем эфире. Неплохой вопрос. Алексей, вы говорили, что у Зеленского мотивация только собственная безопасность. Неужели так дешев мир? Или вы что-то не договариваете? Мир современной политики очень дешевый. Мир Зеленского, но он, наверное, где-то честно верит, что он хочет добра Украине. Но, честно говоря, так как он его хочет, лучше бы он его не хотел. Помните, как недавно было в исполнении Гарика Харламова, где-то полгодика назад, он там: «Зачем ты бросил КВН? Для чего? Для кого?» Ну, примерно так. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Я благодарен за сегодняшний 1300-й день войны, но не вам за войну благодарен, а за то, что в формате дневника и эфира на канале Александр Шелест мы его с вами, ну, как смогли, да, Ну, вот. смотрите, многие же что пишут, что Арестович один из ведущих пропагандистов войны был до войны и в начале войны, что мы не забудем. Друзья мои, я даже спорить не буду. Возможно, даже невозможно, а наверняка на мне лежит какая-то доля ответственности за это. И что я делал? Я пошел на крупнейшие неприятности в жизни. Я вам в марте 22-го или в апреле сказал, что я буду предателем по итогу этой истории на пике своей популярности, потому что я знал, куда меня приведет мой принцип честности и точности, про который спрашивают сейчас в комментариях, есть ли у меня какой-то принцип. Я уже тогда знал, куда меня приведет эта дорога. И я ее честно прошел до конца. И продолжаю идти. Поэтому на мне, конечно, доля ответственности есть.
но я ее, честно, отрабатываю. В отличие от многих, кто пытается продолжать делать хорошую мину на плохой войне. Понимаете, да? Ну, этот фактор тоже учитывайте, когда пытаетесь присвоить мне только ответственность. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели этот эфир. Встретимся в следующий понедельник с Алексеем Николаевичем. Все как всегда. Ставьте лайки, подписывайтесь и берегите себя. Добра и света. Спасибо, Саша.